Если вы были в Риге, вы точно видели это здание. Его невозможно не заметить. С первого взгляда оно похоже на замок из сказки. Днем сверкает, словно из света и стекла, а вечером светится изнутри, как будто хранит в себе что-то живое. В этих очертаниях можно разглядеть все, что угодно. Песчаную дюну, волну, замершую на гребне, или стеклянную скалу у самого берега Даугавы. Это Латвийская национальная библиотека. Или по-другому замок света. Новое здание библиотеки не просто архитектурный объект. Это одновременно пространственный символ и современное место знаний, оснащенное по последнему слову техники. Пирамидальное сооружение возвышается на левом берегу Даугавы, точно напротив исторического центра Риги. Оно стало одной из самых заметных и обсуждаемых построек в культурной жизни Латвии и всей Северной Европы. И это неудивительно, ведь стоимость строительства составила 268 миллионов 466 тысяч евро. Как получилось, что библиотека стала воплощением легенды? И что оживает внутри ее сверкающих стен? Мечта о своей настоящей национальной библиотеке в Латвии появилась еще в 1919-м. Государство только что обрело независимость. Книги начали собирать почти сразу, но здания, подходящего для библиотеки, не было. Долгие годы фонды переезжали из одного здания в другое. Сначала библиотеку расположили в доме на углу Кальтю и Вальню, затем на Яунейла 26, а потом на Пилс 2. В советское время на Кришиня Барона 14. После Второй мировой в 1946 решили все-таки строить новое здание прямо на месте бывшей Ратушной площади. В 1948 году даже выделили участок, вот тут. Комплекс должен был включать помещения городской управы и государственной библиотеки. Но в итоге вместо библиотеки началось строительство здания партшколы, которое затем стало корпусом Политехнического института. Наконец, в 1968 году Генплан города определил новое место – теперешнее. Вскоре появился и проект, созданный архитекторами Гелзесом, Валгумсом и Паварсом, но и он оказался только на бумаге. В 1988 году снова объявили конкурс. 3 проекта прошли в финал, и все провалились. И тогда, под Рождество, зазвонил телефон у американского архитектора латышского происхождения Гуннара Биркерца, автора 19 библиотек в Соединенных Штатах. Он был так вдохновлен предложением, что даже отказался от гонорара. Первый набросок, и там уже угадывались силуэты Турайского замка, древние земляные валы, линия горизонта Риги. Жюри в Риге было в восторге. С латвийской стороны за реализацию снова взялся Модрис Гелзес. Образ у Биркетса оказался мощным, выразительным, символичным, вдохновленным вековыми культурными традициями Латвии. Сначала архитектор отталкивался от пьесы Райниса «Золотой конь» и мотива Стеклянной горы, той самой, на вершине которой спит прекрасная девушка. А позже он добавил к проекту еще более глубокий смысл – замок света. Это древняя латышская легенда. В темные времена замок света уходит под воду, а когда народ пробуждается, он снова поднимается. Замок света – это не только легенда. Ее переосмыслили в поэзии и в музыке. В конце XIX века поэт Ауseklis и композитор Витолс создали на ее основе песню, в которой скрыт более глубокий смысл. Потеря независимости латышскими землями в XIII веке и надежда на ее возвращение. Эта песня «Gaismas pils» стала символом национального возрождения. Ее поют на каждом празднике песни и танцы. И всякий раз, когда звучат ее первые ноты, в толпе замирает дыхание.
Проект дорабатывался в сотрудничестве с латвийскими архитекторами и инженерами, но главное, дух здания остался таким, каким он был в самом первом эскизе. Биркерц задумал его не просто как библиотеку, а как культурный код, воплощенный в стекле и бетоне. Он превратил легенду в архитектуру и дал ей форму, которую невозможно забыть. Кстати, до 17 января 26 года в атриуме библиотеки открыта выставка, посвященная столетию со дня рождения архитектора Биркерца. Приходите, посмотрите на его проекты библиотек и других зданий, которые он создал. Здание Латвийской национальной библиотеки впечатляет не только внешне. Его протяженность 196 метров, а высота 66. Общий внутренний объем 210 тысяч кубометров. Это пространство вмещает 1200 мест в читальных залах и около 6,5 миллионов книг на 50 языках мира. Но дело не только в цифрах. Очень редко архитектуре удается так тонко передать и масштаб, и культурный смысл. В этом здании свет – это не просто освещение. Он становится частью замысла. Свет пронизывает огромный центральный атриум, который объединяет 8 этажей. Он мягко заполняет читальные залы, откуда открывается захватывающий вид на Старую Ригу. Это не просто хранилище книг. Это место, которое рассказывает о Латвии, о ее культуре, истории и фольклоре. Именно поэтому библиотека стала еще и объектом архитуризма, направления, в котором архитектура становится целью путешествия. Этот образ выходит за пределы географии и времени. Он говорит с каждым, кто входит внутрь. Неудивительно, что сюда приходят не только читатели, но и туристы со всего мира. Биркерц сумел превратить легенду в архитектуру и создал замок, который не исчез в тумане, а стоит на берегу Даугавы, построенный из бетона, стекла и мечты. В 2008 году на берегу Даугавы началась стройка. Строили долго. Смета расходов росла. Люди спорили, ругались, называли проект дорогим и ненужным. Только в 2014 году здание было завершено. 18 января, за 7 с лишним месяцев до официального открытия Замка Света, прошла акция «Книжный путь. Цепочка друзей книги». Более 14 тысяч человек выстроились в живую цепь и передавали книги от старого здания библиотеки на Кришине Барена до нового. Так, 2000 книг из 6,5 миллионов переехали на новое место. Из рук в руки, как свет, который не угас. Сегодня Национальная библиотека – это не только книги. Здесь проходят выставки, концерты, конференции, свадьбы, встречи и лекции. Внутри читальные и концертные залы, кафе, детские секции, огромный архив. Тут хранятся тысячи рукописей, первые латышские издания и даже редкие книги на пергаменте. И здесь тоже чувствуется рука Биркерца. Простые четкие формы, но не всегда прямые углы, пространство живет, движется, течет. Главная доминанта – огромный центральный атриум. Он тянется вверх на 8 этажей и буквально залит светом. Читальные залы находятся на северной стороне, где свет мягкий и рассеянный, а офисы и служебные помещения на юге, за солнцезащитными экранами. Сердце библиотеки – это книгохранилище. Здесь бережно хранят весь архив Латвийской национальной библиотеки. Больше 6 миллионов книг. Но главное, сюда приходят люди. Просто полистать книгу, поучиться, посмотреть на Ригу с высоты. Это место стало живым. А вот еще одна особенность библиотеки – народная книжная полка. Это не просто стеллаж, а настоящая память народа. Каждый желающий может подарить книгу на любом языке с личным посланием на титульном листе. Таких книг уже более 15 тысяч. Дарят книги обычные рижане и известные гости страны. Сегодня народная книжная полка – это не только часть коллекции, но и живой арт-объект, в котором отражается дух времени. И каждый может стать его частью. Библиотека открыта для посетителей.
Можно прийти, бесплатно получить карточку посетителя и осмотреть внутреннее пространство, а также насладиться панорамами Риги с последнего этажа здания. Но учтите, на стекле нанесены мелкие точки, и качественное фото с самого верха сделать не получится. Но с этажей ниже, пожалуйста. Перед зданием библиотеки длинная скамейка. На ней два человека, точнее два Райниса. Один большой, другой маленький. Если стать ближе к маленькому, они кажутся одинаковыми. Скульптуры абсолютно одинаковые, меняется только размер. И в этом весь смысл. Это один и тот же человек – Райнис, поэт, философ, переводчик, политик. А расстояние между ними – путь, рост, то, что делает нас собой. Скульптор Айгарс Бикши говорил, это работа о внутреннем росте человека, об изменениях, которые приносят знания. И где еще стоять такому памятнику, если не здесь, перед замком света, где каждый день кто-то становится чуть больше? Здесь любят фотографироваться, особенно дети. Вот и сейчас группа школьников позирует рядом с Райнисом, маленьким и большим. И кажется, будто они сами в начале своего пути. Замок света – это не только здание. Это история о том, как легенда может стать архитектурой. О том, как знание становится светом. И знаете, что сказал архитектор о своем творении? Что такое библиотека? Не зря всегда говорят, это место, где хранятся ценности народа, а не только книги. Где хранятся культурные ценности. Это не просто здание, это и наши внутренние ценности. Национальная опера, Национальный театр, Национальный художественный музей и теперь Национальная библиотека. Это 4 краеугольных камня нашей культуры. А хотите знать мое мнение об этом здании? Самый первый, непереработанный вариант, на мой взгляд, был интереснее, но сложнее в исполнении эксплуатации. Например, просто помыть фасад нынешней библиотеки стоит, как говорят, 60 тысяч евро. А сколько было бы с тем фасадом? Ну и, конечно, зима, снег, нагрузки, как все это обслуживать. А про стоимость строительства того проекта и задумываться не хочется. А вы что думаете? Поделитесь своим мнением в комментариях. Тем не менее, Национальная библиотека – это, безусловно, знаковое пространство латышской культуры и новое место притяжения. Здесь можно посидеть в тишине, подумать, поучиться или просто насладиться роскошной городской панорамой. Если будете в Риге, поднимитесь на верхний этаж библиотеки, взгляните на старый город. Вы стоите в самом центре мифа. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. До новых встреч, друзья!